Вот Бужа река. Пришлось искать новое место, потому что на моем излюбленном месте какие-то люди стоят, пузатые, с выпученными глазами, такие какие-то это пиво там пьют, намусорили везде. Ну, такие люди, я их не очень люблю, таких людей. Вот, поэтому придется пойти дальше. Но тут очень красиво. Заросли вот какие-то, малины или ежевики, люпин, поле люпина огромное. Очень красиво. Вот такая красота. Когда-то давно я тут стоял где-то. Вот хочу сейчас найти это место. Мне кажется, вот где-то там. Память-то уже не та. После ковида вообще память совсем плохая. Куда вот тут идти? Река делает крутой поворот, разворот. Ну да. Да, тут, конечно, деревья такие мощные. Очень много гусениц. Очень много. Пожрали все, что можно. Просто кошмар, сколько гусениц. А я крючок не взял. Прям видел, как падают с дерева эти гусеницы. И рыба их тотчас съедает. Кто-то ходил тут. Да, тут пройти. Хорошо, что в сапогах змеи могут быть. Пройти тут не так-то легко. Ничего, пройду. Тут уже река такая прям. Вот такие вот завальчики. Огромные, просто нереально огромные деревья. Ох, пройти бы тут, не упасть. Кошмар какой-то.
Вот она Бужа. Летом. Труднопроходимая река. Вот такие вот тут дерева. Это уже больше 1,5 метров в основании. Никакой катанобой не возьмет. Только пила двуручная, огромная. Это да. Кластер целый. Инновационный кластер. Сурово тут. Дубы. Ищу место. Люди, глубинный народ заняли. Рядом с ними стоять я не хочу. Это будут бухать, орать, мусорить. Нет, это я терпеть не могу. Такие вещи. Мне просто как-то неприятно. Такое место для меня, оно сакральное. Для меня это чистота какая-то особая. Там стоят какие-то хламоны свиноподобные. Обидно. Ух, какая тут береста. О, как. О, можно туис делать. Такая вот береста. Вот такая вот тут растительность. Не слабая, прямо скажем, не слабая. Красивая. Вот сделал и здесь треногу. Сейчас ходил за водой, заблудился в лесу. Позор мне, позор. Но вышел, наконец, к месту. Час ходил, блудил. Просто вообще завалы, страх. А тут очень интересное озеро. Тут вообще озер много. Я нашел место такое с озерами. О, какие кочки. Очень необычно. Подвысохло тут. И вот такой вот вид. Вышел я посмотреть, что тут за палаткой делается неподалеку. А здесь такое вот болотце. Заросли какие-то жуткие, комаров тут много. Много дров. Вот это новое место изучается на Буже. Очень интересное место. О, как тут. Да, вот здесь вот такие пилить, это точно нужен катана-бой. Какая пила мощная нужна. Эх, страшно и представить себе, что будет, если случится тут лесной пожар. Потом костерок у меня маленький, слабенький. О, да, тут, конечно. Вот. Так, для примера, что тут валяется. Это еще далеко не самое крупное. Там дальше такие дубы гигантские. О, какая-то тропа, похоже, звериная. Вот это вот. Да. И вот здесь тоже.
Комаров дофига. Смотрим, куда ведет эта тропа. Может, кабаны? Тут потому что желуди. Кабаны могут тут перемещаться запросто. Какие же гигантские там деревья лежат. Вот я так просто покажу, чтобы представление иметь, что тут есть. Вот, например, вот такое вот деревце. Вот так. Ну, просто мощнейшее. Дров тут полно. За всю жизнь не сжечь. То ли это старое русло, что ли, реки, я не пойму. Что это такое? Да. А может и сама река. Ух ты, какая-то заначка. Посмотрим, что это такое. Пакетик. Просто пакетик. Я его возьму, сожгу, чтобы тут не загрязнялась окружающая среда. А вот еще бутылка. Эх, свиноты. Вот. Свиноты. А, да нет, это основное русло. И вот там вот кто-то сейчас... Какое-то животное в воду бросилось. Вот там. Интересно. Но комаров тут очень много. Что же это за место такое? Опа. Половить, что ли, рыбу? Ну, наверное, поздно уже. Сейчас уже часов 8. Да, я сегодня заблудился в лесу немного. Блуждал, там такие дебри. Кошмар. Вот тоже мусор, экологическая вахта, сбор мусора. Как людям вообще не стыдно это делать? Не знаю. Фу, комары в рот лезут. Там тоже. Вот тут такие вот виды. Ой, как жрут комары. Я еще не побрызгался совсем. Они едят. Да. Фу. Здесь вот такие вот старицы или какие-то ямы. Не маленькие совсем. Удивительные тут места. Ландыши. Дубы. Гусениц очень много.
Пожрали всю листву гусеницы. Там вот чуть дальше дубы, так с них прям как дождем сыпется. Беда. Вот дуб, кстати. Ой, чуть не упал. Вот так для понятия, что это такое. Вот бутылка, вот дуб. Его весь объели гусеницы. Вот тут вот пилил тоже кое-где. Я сегодня и бигбоем тоже пилил. Там вот береза была. Тоже, к примеру, какая. Вот такая. Метровая, наверное. Вот. Все тут крупное. Да, темнеет. Как я сожалею, что телефон этот снимает плохо в темноте. А на хорошую камеру не заработал. Стыдно. Наверное, уже и не заработаю никогда. Ну да ладно. Главное не это. Главное само настроение передать. Вот здесь я пытался щуку ловить. Думал, что здесь кувшинки щука может быть. Не поймал, окуня как-то раз поймал тут, по-моему. Сливается там вот тоже приток какой-то небольшой. Вот такие вот тут места. Небо. Охламон там орут, радио включили или что-то, музыка какая-то. Пьяные. Шел мимо. Просто вкал пьяные. Очень сильно пьяные. Еще с детьми. Вот что дети видят. Жалко их. Утро. Комаров очень много тут. Вот вчера я треногу использовал-то как, чтобы продукты подвесить. Потому что могут мыши быть. Чтобы они не забрались туда, не поели. Вот дрова. С дровами тут нет проблем абсолютно. Много сухих всяких. Всю ночь как будто снег шел, а это с елки падает. Вот такой вот материал. И сейчас падает. Ну, как бы цветет, наверное, что-то там. Именно с елки, не с сосны. Тут елки. Вот тут какие. И там, и вот там. И вот это вот вчера. Лучковую-то пилу я даже и не собирал. Все пилил силки пилами. Бигбой, Гамтара. Ох, какая красота. Такие кочки. И вот это вот, видимо, какое-то старое русло или еще что-то окружает эту стоянку. А вот несчастье какое случилось с растением. Как же вот не фокусируется. Короче говоря, гусеницы, вот они. Вот гусеницы. Поели все листья. Огромное количество гусениц. Вот.
Не получается сфокусировать. Вот так. Вот гусеницы. И их очень много. И они едят листья дуба. Прямо на глазах это происходит. Дубы страдают, а здесь дубов полно. Причем дубы такие вот. Отломилась ветка. О, охламоны уже начали орать. Вчера орали. Орали. Перепились там все. Осквернили священное место. Янь. Ненавижу таких людей. Свиньи. Да еще с детьми. Как вот можно? Не знаю. Вот, а тросик, я в этот раз даже крючка не взял, просто подвешивал на сам тросик кастрюльку. Вот тут нехитрый скарб. Кастрюли, телки всякие. Вот вода. Кстати, мерил ТДС метром воду. На редкость чистая вода в роднике. 24 единицы показывает ТДС метр. В то время как в реке Поле, например, он показывал, по-моему, 125 единиц. А в Буже я еще не мерил, сколько там содержания солей. Но 24, для сравнения, у меня из фильтра обратного осмоса идет 38, что ли, единиц. Ну или 30. То есть эта вода весьма мало минерализованная. Вот с помощью пилы таких коротких вот наделал. Потому что тут особо сильные костры нельзя разводить. Очень много горючего материала кругом. Я вот, например, делал треногу, там вот распилил. Полно дров. Просто полно. Вот это вот чуть не упало вчера. Тренога. Здоровая. Я там ее немножко передвинул, чтобы ничего не упало. Из деревьев тут опасность представляет вот это вот. Вот она. Думал спилить ее. Но потом вроде, посмотрел, вроде прочная. Так вот на палатку, чтобы не упала. Надеюсь, не упадет уже. Вот костер. Надо костер активизировать, а то все там прогорело уже. Угли туда. Вот так. Насекомых, конечно, много очень. Они гудят тут. Красиво. Сейчас буду яйца варить. Бедные дубы, все их листья пожрали гусеницы. Погибнут, наверное. А потом, если деревья погибнут, тут вообще ничего не останется. И тот типограф этот пожрал там все. Теперь гусеницы. Будет множество сухих деревьев, произойдет обязательно пожар. Все выгорит. И вот так вот. Это очень все печально. Вот о чем я говорил. Что когда нет крючка, хотя лучше, конечно, с крючком, это проще. Можно подвешивать вот таким вот образом. Просто с помощью тросика. Вообще тут только тросик используется. Ну и палки.
Эта конструкция мне очень понравилась. Несешь с собой тросик, на месте находятся палки, и делается очень такая подвижная, мобильная, удобная штучка для подвешивания. Вот тут просто накрутил тросик, как получилось. Потом я ему сделаю на концах петельки какие-нибудь, чтобы он не махрился. А так ее можно переставлять, отставлять. Надежно все висит. Тросик. Это вещь доступная и не тяжелая. Ну, единственное, что только один предмет можно подвесить. Но при желании, конечно, можно это усовершенствовать, сделать более сложной формы треногу. С какой-нибудь перекладиной. Он вчера силки Big Boy. 2 минуты вот это вот все отрезал. А эта штука стояла вот там, тоже вертикально. Сухая, присухая. Сейчас можно попробовать, как пила Гамтара в сравнении с Big Boy'ем работает. Перепилить какой-нибудь. Она, конечно, чуть-чуть послабее, но она короче, и зубья там не такие агрессивные. Но она очень легкая, очень удобная. В принципе, считаю, что прекрасная пила. А Big Boy это вот такого масштаба, вот такого, то, что лежит. Такие довольно большие. Конечно, вот думаю про Katana Boy. Эх, очень дорогая она. А я человек простой. Не особо состоявшийся. Не могу себе позволить так просто взять и купить там пилу за 30 тысяч. Думать надо, все взвешивать. Вот, кстати, тут какие есть грибы. Огромные грибы. Вот. Пример в сравнении с рукой. Такой гриб. Ну и дальше тут тоже завал дров. Вот так вот. Вот так вот. Он, кстати, кто-то бросил бутылку тоже тут. Что за свиньи? Вчера сжигал мусор. Ой. И тут тоже. Ну вот посмотрите. Вот что это такое? Как можно вообще? Сволочи. Ну, не знаю. Везде пробрались. С этой водкой. Вот бутылка. Еще и внутрь что-то там набили в нее. Что там? Пакетик какой-то внутрь. Эх, костер отнесу. Ух ты. Вот это я понимаю, гриб. В сравнении с бутылкой. Такой гриб. Ну тут и дерево само. Тоже не слабое, совсем не слабое. Эх, свиньи загадили лес. Какие тут чудеса. Такое бы сжечь. Или вот такое. Рай пиромана. Я хоть и простой человек, но костер люблю пожечь. Но здесь не тот случай, чтобы сжечь большие костры. Потому что все-таки я человек ответственный, как мне хотелось бы думать. И пожар лесной устроить совсем желания нет. Поэтому костерок тут делается относительно небольшой. Конечно, я понимаю, рано или поздно тут случится пожар. Но, как говорится, зло в мире есть, но пусть оно приходит не через меня, через кого-нибудь еще. А я не хочу, чтобы через меня приходило. Вот тут уже варится все.
То есть пила 27, а это, ну, где-то 10 сантиметров, наверное. И потом ее, оп, и все. Вот еще хочу рассказать про перчатки. У меня много разных перчаток. Вот сейчас я пользуюсь такими. Слева лежат тоненькие такие перчатки, рыболовные типа. Они такие тонюсенькие, но их не прокусывают комары. И у них 2 пальца доступны. Указательный большой палец можно пользоваться. Телефон там, еще что-то, катушкой управлять, спиннингом. А вот это перчатки против порезов тонкие, очень удобные. Вот у меня есть кевларовые толстые перчатки, но это прям как броня. Ну и потом они такого грубого плетения, тонкие какие-то острые веточки проникают. А вот это какие-то из СВМП или из чего-то, такие вот перчатки. Ну, в общем, вот, относительно тоненькие, очень защищают хорошо от порезов, от той же самой пилы острой. Вот. И стоят они на Алиэкспрессе недорого, что-то 200 рублей, по-моему, или где-то в таком диапазоне. Много как комаров, кошмар. Вот я, в частности, от комаров черные перчатки надеваю, и их не прокусят. Хотел новые такие купить, потому что тоже немножко размахрились там. Заказал, а пришли просто как нитчатые такие рабочие перчатки. Вот таких вот из такого материала тянущегося, к сожалению, что-то нету. Вот. А руки надо беречь в походе, потому что если руки порезать, поранить, это затруднения создает большие потом. Вот там водяные все дела. Это полотенце тут сушится. Вчера купался я, но вода, конечно, холодная. Так вот, только чуть-чуть окунуться, но открыл купальный сезон, можно сказать. Заходил в воду, нырял там, плавал. И вот что тут. Какая красотища. Кочки. Там вот такое озеро. Может и тут рыба есть, но это скорее всего на удочку. Там дальше еще одно озеро. Прям такое достаточно нормальное. Интересно было попробовать половить. Был бы Покрафт, я бы обязательно туда вылез на Покрафте, поплавал бы. По таким озерам можно на нем плавать. Я вот на Шлине, когда был, плавал там по старицам. А вот, кстати, о чем я говорил. Гусеницы. Жуткое количество гусениц. Едят дуб. Почти съели уже весь. Ой, сколько их. Вот. Беда, беда. Нашествие гусениц. Погибают деревья. А вот это ничего не едят. Это какая-то крушина, что ли. Не знаю. Места заболоченные, комаров дофига. Но красиво. Бинокль в этот раз с собой брал. Маленький бинокль приобрел. Никон тоже. Нравится мне Никон бинокли. И всякие подзорные трубы. Все-таки у них очень хорошие. Вот как тренога-то. Очень удобная вещь. А когда не нужно, берешь ее, кладешь там просто лежмя на землю. Где-то в стороне.
Вот дерево сухое стоит. Но, конечно, до палатки, может, и не достанет, если упадет, но рисковать не хочется. Думаю, что его надо спилить. Буду сейчас пилой Силки Биг Бой его пилить. Постараюсь, чтобы упало оно вот туда. Но оно туда и наклонено, собственно. Вот туда. Направо. Чтобы упало. Солнце такое жаркое. Сейчас буду пробовать пилить его по правилам, по всем. Елка большая была. Елка это точно. Съел ее жук. Ну, посмотрим, что выйдет. Так, вот сделал я такой наклонный пропил. Теперь надо сделать вот здесь пропил. Она внутри гнилая, похоже. Сейчас немножко. Так, вот. Гнилая она. Вот такой пропил здесь сделан. Теперь я буду пилить ее с противоположной стороны. А пилить я буду вот так. Сейчас спилю. Этот болт надо следить за ним.
Ой, передохну немного. Все, после еды тяжеловато. Один дюйм надо оставлять зазор между тем срезом и противоположным. Гнилая она внутри. Опасное дерево. Закоренится туда она. Вот и все. Дело не хитрое. С помощью пилы такой. Ну и толщина ее вот так, 30 сантиметров. Вот толщина этого пенька. Нормально так. Да, 30 сантиметров где-то дерево. Нормально перепилил. Хорошо перепилил. И упало оно как раз куда я хотел, вот туда. Все правильно. Вот березовое бревно. Довольно оно сухое, кто-то меня там укусил. Как муравей похож. Ох, 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 ох. Вот пила Силки. Это вот как раз для таких бревен самое то. Силки Big Boy. Я жопу муравей укусил. Вот я сейчас его попробую распилить вот здесь. Посмотрим. Здесь я отпилил пилой Гамтара. Даже не так. Так не видно будет. Вот так. А то ракурс будет неподходящий. Точно муравей залез. Кусает там. Ох, кошмар. Вот и все. Ну вот сколько это занимает по времени. Вот. Она абсолютно сухая. Даже чувствую, что зубья крупноваты. Вот такой надо пилить, видимо, черный, с более мелким зубом. Она очень твердая. Ну, можно и этой. Тоже неплохо. Вот проведу сравнительный тест двух пил.
Вот бигбой. Будем пилить вот эту ветку. Вот так. Вот пила Гамтара. Но практически разницы нет на таком диаметре. Абсолютно сухое. Вот такое тут озерцо. Ну, это, видимо, старица. Русло старое. Все эти вахлаки орут до сих пор там. Несколько дней не просыхая, пьют. Отвратительно. Вот как тут. Вот где я пилил. Вот это вот. Какое-то облачко приехало. Ну, дождя вроде не прогнозируется. Красивые кочки такие. Дров тут полным-полно. Но вот только, к сожалению, гусеницы поели очень много листьев. Вот сколько тут дров. Тут даже и без всякой пилы можно жечь и жечь костры. Шишки лежат. Ну и вот такие вот тут тоже есть объекты. А именно грибы. Вот на дереве какой гриб вырос. Но этот гриб не очень большой. Вот с рукой размер приблизительно. А вот там, на том дереве, там вот тут здоровые стволы. На том дереве. Во-первых, вот такой вот трутовик. Вот такой вот он. Ух. Под стать самому дереву. Ну и такие вот выросли грибочки. Интересные. Ну, дерево само было не слабое такое. Куда-то оно упало. Вон там еще одно такого же свойства. Вот оно куда упало. Ну вот. Вот так вот. Двойное было. Береза, видимо. Может и нет. Может дуб какой. Тут дубов много. Вот тут люди нехорошие намусорили. Вот. Вот что это такое? Как так можно? Я не понимаю. Свиньи. Ну, дров тут много. Далеко за ними не надо ходить. Вот все тут лежат. Только пилить, носить. Можно долго-долго тут жечь костры, готовить пищу. Вон, кстати, там еще мусор. Обратите внимание. Вот еще. Вот как так? Как? Как это вообще получается? Свиньи.
Какая красота кругом. Да, люди, конечно, многие недостойны звания людей. Вот палатка тут стояла, а теперь ничего нет тут. Все чисто. Даже мусор какой был, по возможности ликвидирован. А здесь интересное место. Три огромных пня. И все они, может и не все, но два как минимум с грибами, с такими. А на том есть, интересно. Ландыши. Вот еще тут грибы. Черные грибы. Вот такие. А хороших грибов не видать. Здесь выход, собственно, к водоему. И водоем продолжается вот туда вот. Вот это дерево, которое я срубил, тут упало. Вот это, наверное. Ну, тут таких полно. Вот очень интересные кочки. Красивые. Все, скоро, через несколько минут. Вот здесь даже остров есть с елками интересный. Да, это остров. Мини-остров. Вот через несколько минут буду выдвигаться. Хорошо было. Спасибо этому месту. Новому месту. Удивительному месту. Сейчас путь через лес, через дорогу, через железную дорогу, через метро и так далее. Тяжелый путь. Ну а тут будет вот так. Вот этот дом. Много лет он разрушается. При входе стоит на дорогу засохшее дерево. Вот так вот проходит жизнь. Печально. Ну что поделаешь. Вот гусеницы. Ползут. Такого засилия гусениц не припомню, что-то я много их. Это станция Тасина. Вот они. Платформа Тасина. Скоро электричка придет. И вот туда вот путь. А Бужа там, в той стороне. Все объели эти гусеницы. Вот как. Листьев нет на деревьях. Катастрофа. Ну вот и все, поход завершается. Поеду.
Хотя с радостью бы остался тут.